Снова всем привет из Вьетнама, добро пожаловать в студию AquaDream. В сегодняшнем видео будет много болтовни. Сегодня я хочу рассказать про каждый свой аквариум, про его возраст, какие растения я в нем использовал и другие особенности каждого из них. Поэтому не спешите переключать и смотрите это видео до конца. А также я приобрел новый микрофон, поэтому надеюсь, что звук стал лучше, меня лучше стало слышно и приятней. Поэтому наслаждайтесь просмотром и поехали! Итак, и первым аквариумом будет вот этот прямоугольный аквариум. Размер его длина 50 сантиметров, высота 30 и ширина 30 сантиметров. Он на 45 литров, ему 1 год уже. Камни я использовал черный вулканический камень. Хардскейп у меня в стиле островка вот такого. Фильтр, который я использовал здесь, его можете увидеть. Для большинства аквариумов я его использую. В зависимости от объема аквариума они бывают как и большие, так и поменьше. В нем по 3-4 отсека, которые также можно модернизировать, добавить дополнительные губки и другие фильтрующие материалы, чтобы улучшить фильтрацию аквариума. Как всегда, я использовал гравий, субстрат и биогумус. И все засыпал вот таким песком. Также гравий для декорации и мелкий вулканический черный камень также для декорации. Из растений, что я использовал, вот такой эхинодорус амазонский. Очень неприхотливое растение. Растет в любых условиях. Растет как сумасшедший. Я его постоянно подрезаю. Не очень он мне нравится, как он выглядит, как он растет. Загораживает сильно свет, загораживает другие растения. Далее, вот здесь Анубис нано, нано-петит, по-моему, я использовал. Буцефаландра вот здесь видите тоже. Буцефаландра и Анубис, как вы знаете, растет не в субстрате. Анубис и буцефаландру мы клеим, либо крепим к дереву, либо к камням. Криптокарина у меня здесь сзади. Альтернатера, эхинодорус горизонтальный. Там можете увидеть немножко папоротника. Я не чищу фильтр до тех пор, пока я не вижу, что его мощность совсем низкая. Только в этом случае я промываю губки. И то стараюсь это делать в той же воде, которую я сливаю с аквариума, чтобы сохранить как можно больше бактерий, которые в фильтре образуются. Не советую вам проводить чистку фильтра слишком часто. Проводите ее как можно реже. Что касается этого аквариума, растения плохо в нем растут, хотя на первый взгляд вам может показаться, что все в порядке. Анубис смотрится не очень здоровым. Сзади растения я постоянно подсаживаю, не хотят они там расти. В чем причина, непонятно. Либо этот эхинодорус забирает все полезные вещества из воды и не дает другим растениям расти, либо что-то с биобалансом. То есть в чем причина, непонятно. Так всегда бывает, когда вы сделаете один аквариум, и он работает идеально с первого же дня. Второй аквариум вы делаете по такой же технике, используя те же ингредиенты, все то же самое, но что-то идет в нем не так постоянно, растения не хотят расти, какие-то погибают. Вот здесь у меня в самом начале был мох, когда я только делал этот аквариум. Весь мох просто погиб, исчез, не хочет он расти в этом аквариуме, хоть ты тресни. Из живности, которая у меня есть, только улитки и вот 2 тетры плавают сумасшедшие, вечно голодные. Но вот это мой самый старый аквариум, самый первый мой аквариум. Уже выглядит, конечно, старовато, я все думаю его переделать, но когда-нибудь я все-таки соберусь и это сделаю. Значит, этот аквариум 40 сантиметров в длину, 25 в высоту и 23 в ширину. Маленький прямоугольный аквариум. Свет здесь такая же лампа под размер аквариума, полный спектр. Фильтр внешний. Подложка, которую я здесь использовал, это был мой первый аквариум, поэтому здесь я не использовал гравий, я не использовал вулканический камень для первого слоя, а здесь я использовал керамзит. Керамзит вы можете найти в любом цветочном магазине, желательно выбирать мелкий. Также биогумус использовал и вот видите обычный аквариумный субстрат. Немного добавлял удобрения для цветов, совсем чуть-чуть. Здесь я использовал драконий камень, так называемый. Вот здесь большой можете увидеть. И вот там еще 2 камня на заднем плане поменьше. Из растений Анубис
здесь Anubias nano я использовал. Буцефаландра, смотрите, как она здесь разрастается. Я ее периодически стригу и добавляю в другие свои аквариумы. Хорошо она здесь растет. Несмотря на возраст этого аквариума, здесь биобаланс идеальный, до сих пор ничего с ним не происходит. И, кстати, смотрите, Валиснерия, которая, по идее, должна расти длинной, она начала пускать детенышей, и эти детеныши растут как травка. Вот здесь драконий камень выступает над водой, и на нем также растет мох. Он периодически чернеет, но потом заново начинает расти. Вот такое растение, видите, вся задняя стенка им заросшена. Это пилея. Растение, которое также очень неприхотливо растет при любых условиях, причем растет с такой скоростью, что вы не будете успевать ее стричь. Мне она нравится, вот так она зарастает и постоянно пытается расти на передний план аквариума, но я ее состригаю. Тем самым она растет гуще на заднем плане. А вот здесь немножко мха, причем который я не высаживал сам, он сам образовался. Не знаю, что за вид мха, но смотрится очень натурально. Также, видите, ряска плавает у меня. Я ряску никогда не покупал. Она сама завелась с другими растениями. Возможно, я ее сюда принес. Здесь у меня только улитки и креветки черри. Вот не могу вам их показать. Они сразу куда-то все спрятались. Сразу застеснялись, что их снимают, и убежали куда-то. В этом аквариуме они очень хорошо плодятся. Иногда, особенно в летний период, когда тепло, детенышей этих креветок образуется слишком много, и я их пересаживаю в другие аквариумы. Креветки я практически никогда не покупаю, они у меня сами плодятся в разных аквариумах, и я их постоянно пересаживаю с одного в другой. Как выглядел этот аквариум 3 года назад, когда я его только сделал, можете увидеть сейчас на картинке, которая появится на экране. И следующий мой аквариум — это кубический аквариум 30 на 30 сантиметров. Он на 27 литров. Возраст его 2 года. Фильтр также сзади к стенке прикреплен, точно такой же, как в предыдущих двух. Внешний цвет такой же по длину этого аквариума. Полный спектр. Подложку я использовал здесь в качестве вулканического камня. Я положил первый слой. Аквариумный субстрат, также биогумус, цветочных удобрений немножко и белый песок. Камни здесь я использовал речные, также дерево, вот так оно идет по передней части. Из растений я использовал Anubias nano, также Буцефаландра, Anubias barteri, причем этот Anubias не хотел расти долгое время. Листья опадали, он как будто бы подгнивал, и я думал, что он совсем исчезнет, совсем умрет и так и не приживется. Но вдруг что-то спустя еще несколько месяцев случилось, и он начал прекрасно расти. Сейчас я приближу. Вот можете увидеть сейчас, как прекрасно он растет, какие классные сочные зеленые листики. Причем он стал хорошо расти как под водой, так и вот здесь над водой можете увидеть, как он разросся. Несколько листиков сухие, я их периодически обрезаю, и вырастают новые, свежие, сочные листики. И вот здесь Валиснерия немножко растет. Зеленая Людвигия, можете ее вон там увидеть на заднем плане. Дальше Ротала. Роталу я недавно только здесь постригал и пересадил часть вон туда, добавил туда немножко нового субстрата, чтобы она лучше росла. А вообще, когда она разрастается, она здесь хорошо растет, она такая сочная, красная. Сейчас ее там немного, потому что те обрезки я посадил глубоко вниз, они еще пока не проросли. Вообще она растет здесь густо и такой создает красный уголок. Итак, из живности у меня здесь только улитки и креветки. Возможно, вы уже креветок каких-то заметили. Вот видите, одна вон там сидит, вторая вон там.
Хорошо они здесь себя чувствуют, также плодятся здесь хорошо, я их пересаживаю отсюда также в другие аквариумы. Вон там еще одна, можете заметить. Я пробовал запускать сюда немного мелких рыб, но с этим аквариумом не знаю почему, не везет мне здесь с рыбами. Однажды я купил 5 штучек очень красивых гуппи разноцветных. Здесь во Вьетнаме очень красивые гуппи продаются. Не знаю почему они постоянно выпрыгивают из этого аквариума. Несмотря на то, что я даже наливал воду примерно вот до этого уровня, несмотря на это, они все равно каким-то образом выпрыгивали постоянно из этого аквариума. Каждый раз я приходил и находил на полу уже мертвых гупешек. В общем, я перестал в этот аквариум покупать рыб, не везет мне с ним. Креветок и улиток вполне для этого объема достаточно. Ну а то, как выглядел этот аквариум 2 года назад, когда я его только сделал, сможете увидеть сейчас на экране. Итак, идем далее. Следующий аквариум 60 сантиметров в длину, 35 сантиметров в высоту и 30 в ширину. Он на 63 литра. Возраст его 1 год. Картинку того, как он выглядел только тогда, когда я его построил, сейчас увидите на экране. Свет такой же, как и во всех предыдущих, под длину аквариума, полный спектр. Подложку я здесь использовал в виде вулканического камня, биогумуса, также аквариумный субстрат, удобрение немножко для цветов и серый песок. Камни очень красивые здесь я использовал, называются они Фродо. И также коряги. Коряги я даже не покупал, еще много лет назад достались бесплатно. 2 коряги, я их вместе совместил. Получился вот такой хардскейп в виде треугольника. Фильтр здесь такой же внешний. На задней стенке он прикреплен. Также я его модернизировал, добавил дополнительные фильтрующие губки, добавил немножко угля для дополнительной фильтрации. Итак, растения, которые у меня в этом аквариуме, видите, криптокарина. Криптокарина очень советую, очень неприхотливая, растущая в любых условиях растения. Я ее недавно пересаживал. Вы, наверное, уже видели в моем предыдущем видео, где я чистил все свои аквариумы. Разрастается она очень хорошо. Анубиас. Анубиас у меня здесь разного вида. Анубиас нано, Анубиас карликовый здесь также, Анубиас бартера, глабра он называется. Далее кабомба, вот там торчит, можете увидеть. Валиснерия. Валиснерия, видите, на всей задней стенке отлично растет в этом аквариуме, но растет отлично только почему-то опять же сейчас. Я ее посадил еще в самом начале, она ни в какую не хотела расти, и вдруг опять же что-то случилось, видимо, наконец-то спустя год биобаланс полностью восстановился, стабилизировался, и она начала просто расти как сумасшедшая. Теперь она вот там густая, всю заднюю стенку закрыла, мне очень нравится, как она выглядит. Дальше Эхинодорус тонкий, вот здесь к дереву прикреплен, можете его здесь увидеть. Эхинодорус амазонский, он вон там у меня растет над водой. Альтернатору можете его здесь увидеть. Тоже очень хорошее растение, неприхотливое, растет очень быстро, я ее постоянно подрезаю. Из живности у меня здесь неончики, тетра. Вон они, группа, по-моему, их здесь 10. И один сиамский водорослиед, если сможем его сейчас увидеть. Очень советую эту рыбку, всегда своим клиентам советую, чтобы они купили обязательно одного сиамского водорослиеда. Такая рыбка должна быть в каждом аквариуме, но учтите, что сиамский водорослиед очень территориальная рыба, они могут жить только в очень больших аквариумах в группе от 6 штучек, либо вот, допустим, аквариум как этот, такого объема. Сюда только одного водорослиеда можно запустить, так как здесь они будут драться постоянно, пока не останется только один.
самый сильный. Также улитки обязательно. Что касается улиток, улитки это самые первые жильцы каждого моего нового аквариума. То есть как только я сделаю аквариум, только через месяц я начинаю запускать рыб либо креветок, но улиток я запускаю сразу. Также вот здесь можете увидеть у меня два куста красивых, еще один сверху, два куста другого анубиаса, по-моему он называется тонколистный. Мне он очень нравится, он очень красивый и, как и все анубиасы, довольно неприхотливое растение и очень красиво смотрится. Итак, следующий вот этот круглый аквариум, он 35 сантиметров в диаметре. Засажал я его всякими разными растениями. Сейчас то, как он выглядит, мне не очень нравится. Мне нравилось, как он выглядел в самом начале. Сейчас на экране можете увидеть. Сейчас он сильно зарос. Требует он хорошей стрижки и, наверное, удаления части растений насовсем. Значит, здесь можете увидеть разного вида травка. Повсюду растет криптокарина, людвигия зеленая, также позади там растет ротала, буцефаландра с тонкими листьями, мелкая мини, сзади там также папоротник, мох на дереве, альтернатера, также сзади эхинодорус с задней стенки растет. Также его практически там не видно. Из растений вроде бы это все. Здесь я использовал также речные камни. Из-за того, что он сильно заросший, мало видно камни, только вот этот передний. Из живности, которая у меня здесь, также улитки. Несколько вот таких вот этих оранжевых, очень красивых рыб. Честно, не помню я название. Кто мне напомнит название, пишите в комментариях. Я забыл, как эти рыбки называются. Также здесь живет у меня одна супер гигантская креветка черри. Она просто огромная, гигантская. Сейчас жаль, ее не видно. Она где-то, видимо, сзади прячется. Я здесь также использовал первым слоем речную гальку. Далее немножко биогумуса, аквариумный субстрат и оранжевый песок. Оранжевым песком закрыл всю питательную подложку. Декорировал речными камнями. В принципе, на этом все. Видите, как все хорошо растет. Опять же, ни в одном своем аквариуме я не использую дополнительную подачу СО2. Конечно же, с СО2 ваши растения будут выглядеть гораздо сочнее, здоровее и расти в 3 раза быстрее, что займет у вас времени гораздо больше на стрижку. В круглых аквариумах не используется фильтр. В качестве фильтра выступают только растения и бактерия, которая живет в вашем аквариуме. А свет у меня здесь 9 Вт. Вот она лампа на 9 Вт. Вот здесь деревянная подставка. Итак, следующий мой круглый аквариум. Ну что поделать, нравятся мне круглые аквариумы. А нравятся они мне потому, что их преимущество в низкой стоимости. Вам не нужен фильтр и очень легко за ним ухаживать. И растение в нем всегда прекрасно себя чувствует. Всего 25 сантиметров в диаметре, очень небольшой. Здесь я сделал следующий дизайн. Вот здесь вот у меня кусочек дерева. Вот здесь у меня вулканический черный камень. Вот, посередине вот здесь ничего нет, только растения, вон там еще кусочек дерева. Этому аквариуму примерно 10 месяцев. Из растений, которые я здесь использовал, это мох. Ранее он выглядел гораздо лучше, потому что мох очень хорошо рос, и им заросли все эти камни. Получился такой классный ландшафт из зеленого мха, но, к сожалению, сейчас этот мох очень сильно поредел, потому что голодные креветки его начали жрать. И сейчас мне нужно будет докупить еще немножко мха и посадить нового. Также вот здесь травка растет,
На заднем плане у меня опять же криптокарина. Вот здесь мох растет на деревяшке. И сейчас я вам покажу мой самый любимый в этом аквариуме Anubias Nano Petite, который растет у меня не в воде, а над водой. И сейчас вы посмотрите, как красиво он разросся и как красиво он выглядит над водой. Вот, только посмотрите, какой сочный, зеленый, красивый Anubias. Его было совсем чуть-чуть, буквально по несколько листиков. Посмотрите, каким кустом он разросся. И до сих пор, вон, видите, до сих пор он растет, до сих пор появляются свежие листики. И он не сохнет над водой, прекрасно себя чувствует. Просто я от него в полном восторге, не хочу его даже подрезать, обрезать и пересаживать в другие аквариумы. Мне очень нравится немножко ряски, которая защищает от излишков света. Из подложки для этого аквариума все то же самое. Здесь у меня креветки черри, возможно, вы их уже заметили, которая вон там сидит и продолжает пожирать мой мох. У меня есть специальная еда для креветок, но мне всегда лениво их кормить. Если я их буду кормить постоянно кормом, они не будут голодные и не будут помогать чистить мне аквариум. Поэтому креветок я практически никогда не кормлю, только ради фотографии. Вон, видите, поползла. Вот, сейчас поплыла. Также, если заметите, в воде плавает очень-очень много. Вот видите, мелкие-мелкие плавают такие существа. Не помню, как они называются, нематоды или как-то. Почему-то только в этом аквариуме, по-моему, они у меня. И их очень много. Они безвредные, как для креветок, так и для рыб. И я так понимаю, что они также участвуют в биобалансе и в жизни аквариума. Я думаю, что они помогают чистить его. А также у меня здесь улитки. Улиток я использую обычно 3-4 вида. Обычно это улитки неритины, которые очень хорошо помогают очищать аквариум. И также другого вида. Итак, ну и следующий мой круглый аквариум. Он 27 сантиметров в диаметре. Мне его стыдно показывать, потому что он зарос жутко. Просто в нем какие-то плантации. Сейчас на экране можете увидеть, какой красивый он был, когда я его только сделал. В принципе, его можно вернуть в то же состояние, как он был изначально, но нужно потратить немножко больше времени, что мне лениво делать. Ему уже 2 года. Здесь у меня креветки, улитки только. Рыб у меня здесь нет, он слишком маленький. Из растений можете увидеть также травка, вот там немножко кабомбы, папоротник, ротала зеленая растет, ротала красная там позади, немножко людвиги, немножко валиснерии. Каких у меня только тут растений нет. В общем, периодически я их стригу здесь, пересаживаю в другие аквариумы. Этот аквариум у меня является такой своеобразной фермой. Вот он вид сверху этого аквариума, весь полностью заросший. Даже непонятно, какие растения у меня здесь. Просто они все вперемешку, все в куче. Вот это растение я не помню, как называется. Если кто знает, напишите мне в комментариях. Также я использовал немножко кусочков дерева. Дерево в аквариуме всегда рекомендуется иметь, так как дерево помогает поддерживать стабильный pH воды. Вот здесь можете заметить, тоже мох сам по себе образовался на деревяшке. Я его никогда не трогаю, мне нравится. А этот цвет немножко другой. Мне он не очень нравится. Он на 7 Бат, но цвет какой-то очень тусклый. Он немножко синим оттенком. Но растение, как видите, чувствует себя прекрасно. Сзади у меня там немножко анубиаса, которого также не видно из-за этих джунглей, зарослей. Итак, камни, которые я использовал сейчас, сложно рассмотреть, потому что они немножко заросли зеленой водорослью, что, кстати, мне нравится и смотрится натурально. Но на картинке, как
аквариум этот выглядел с самого начала. Вы можете увидеть, как этот камень выглядит. Он называется Сирию. Итак, следующий мой маленький круглый аквариум. Он всего лишь 20 сантиметров в диаметре. Ему уже 2 года. Сейчас на картинке вы сможете увидеть, как он выглядел до этого. И он мне так нравился раньше. Но с ним случилась однажды беда по моей собственной ошибке, на которой я хочу, чтобы вы также научились. Но сначала я расскажу, какие растения и камни я использовал. Здесь видите, один камень я использовал, Dragonstone. Сзади, везде по кругу всего аквариума растет только вот такая травка. Больше ничего. И вон там кусочек маленький дерева. Здесь только улитки и креветки. И, кстати, также можете заметить, мелкие нематоды здесь тоже поселились и участвуют в биобалансе. Какая грустная история с этим аквариумом произошло? Что случилось с тем скейпом, который вы видели на картинке? А случилось следующее. Однажды при очередной чистке аквариумов я решил добавить в них во все немножко жидких удобрений, а именно железа. Я всегда добавляю согласно инструкции и даже меньше, потому что считаю лучше меньше, чем слишком много. Но именно в этот аквариум почему-то у меня дрогнула рука, и я вылил сразу из бутылки, у меня дрогнула рука, и вылил я слишком много. Стал ничего с этим делать, я подумал, ну это же просто железо, ну ничего страшного, а аквариум же совсем малюсенький. И я слишком много налил этого железа. Я решил, что можно оставить и так, ничего страшного не произойдет. Но вернувшись на следующий день, я был в шоке, потому что все растения в этом аквариуме были сгнившие. Вода была наполнена аммиаком до такой степени, что она пахла отходами. Мне пришлось удалять все растения из этого аквариума. Соответственно, весь субстрат был настолько токсичен, что о посадке сразу же других растений в этот субстрат речи быть не могло. Поэтому я делал раз 5 замену стопроцентной воды. Я частично заменил субстрат, частично заменил песок. И все, что на тот момент я мог сделать, это засадить его весь вот такой травкой. После всей проделанной процедуры и плотной засадки травой, этот аквариум у меня восстановился, но, к сожалению, он уже не в том виде, в котором он был раньше. Но я думаю, что в будущем я его все равно переделаю. Свет у меня здесь такой же, как и во всех круглых, с подставкой и на 5 Вт. А вот это мой самый первый круглый аквариум, ему 2,5 года, он 25 сантиметров в диаметре. Вы сможете увидеть, как он выглядел в самом начале. Посмотрите, как Людвигия разрослась над водой и создала прямо целую шапку. Но, к сожалению, эта шапка исчезла, потому что я подрезал эту Людвигию слишком часто, и она перестала так расти. Из живности у меня здесь улитки и одна также огромная, гигантская красная креветка, которую, к сожалению, сейчас вы не сможете увидеть, она где-то прячется, как обычно. Также у меня здесь травка на переднем плане, а позади у меня анубиас растет, Людвигия зеленая, Людвигия красная, сзади немножко папоротника. Здесь я использовал черный вулканический камень, его не видно. Сверху уже вот этой шапки из Людвигии красной нет, как это было в самом начале. Зато, посмотрите, здесь также пилея разрослась очень хорошо, растет над водой. Ряска на поверхности воды. Когда вы только создаете свой аквариум, не пугайтесь, что какие-то растения у вас не приживутся, потому что это случается всегда. Какие-то растения приживаются, какие-то погибают. А вы всегда можете докупить растения, досадить их через какое-то время. Либо, если вы видите, что растение не растет, наберитесь терпения, продолжайте ухаживать за своим аквариумом, и постепенно, со временем, когда полностью биобаланс восстановится, ваши растения начнут расти и радовать вас. Обычно
полное восстановление биобаланса примерно происходит через полгода, а то и год. Вот некоторые у меня большие аквариумы, полный биобаланс восстановился только примерно через год. Поэтому, имея аквариум, всегда нужно набраться терпения, не бросать его, продолжать за ним ухаживать, и вы увидите, результат будет просто офигенный. Свет здесь такой же, с подставкой и на 5 Вт. А вот это один из моих любимых круглых аквариумов. Сейчас на экране сможете увидеть, как он выглядел в самом начале, после того, как я его сделал. И посмотрите, как он красиво, сильно зарос. Мне очень нравится. По низу у меня здесь трава. И вот здесь вот можете увидеть, мох начал расти и создавать такой ковер. Я его оттуда не извлекаю, я его просто постригаю, и он растет плотнее и не растет ввысь, растет именно только по нижней части. Здесь также у меня анубиас, папоротник, эхинодорус. Кстати, вот у меня здесь две вот эти замечательные красивые рыбки. Также не помню я их названия. Кто знает, пожалуйста, напишите, напомните мне в комментариях. Очень мне нравятся эти рыбки. В следующем своем большом аквариуме я хочу большую группу вот таких рыбок завести. Позади у меня везде растет людвигия зеленая. Здесь можете увидеть красную роталу. В принципе, из растений это все и немножко мха на деревяшках. Вот видите, как эхинодорус из него красиво растет. Такой кустик выглядывает из поверхности. Также у меня здесь большая семья креветок. Причем они все разные. По-моему, я запускал сюда только одного вида креветки. По-моему, я сюда запустил только несколько черри креветок и одну бесцветную, такого серого цвета креветку. И вдруг они начали плодиться. И у меня здесь начали появляться желтые креветки. У меня здесь есть несколько черных креветок. И даже у меня здесь синяя креветка. От чего зависит цвет рождаемой креветки, мне до сих пор непонятно. Если кто знает, также пишите в комментариях, мне интересно, откуда появляются разного цвета креветки, если у меня были только красные и бесцветные. Но вот такой симбиоз. Свет здесь также на 5 Вт с деревянной подставкой, LED-лампа. Кому интересно, ссылку на такую лампу с подставкой я оставлю в описании под этим видео. Такой свет в Россию сможете заказать из AliExpress. Оставлю одну ссылку на одного продавца. От него я такой свет не заказывал, поэтому за качество не ручаюсь. Но если кому интересно и в городе у себя вы найти такой свет не можете, можете заказать с AliExpress. Ну а это мой самый маленький круглый аквариум, он всего 17 сантиметров в диаметре. Ничего особенного в нем нет, никаких особенностей, растений в нем мало. Здесь я использовал только камни большей частью. Использовал я Фродо камень. Здесь вы можете увидеть только немножко травки на заднем плане и спереди. Здесь у меня только улитки и креветки. И что примечательно для этого малюсенького аквариума, кстати, нематоды, вот там тоже можете увидеть, мелкие-мелкие плавают. Удивительно, что несмотря на такой маленький размер этого аквариума, креветки в нем примерно 6 месяцев назад, креветки в нем плодились с геометрической прогрессией. Их было настолько много, маленьких детенышей, что я был удивлен. Вот так вот даже бывает. Даже в таком малюсеньком аквариуме с таким маленьким количеством растений креветки в нем плодились как сумасшедшие. И я всех этих детенышей пересаживал в другие свои аквариумы, потому что здесь их было настолько много, что места им просто не хватало. Свет здесь такой же с подставкой и всего лишь на 3 Вт. Для такого размера это даже много. Вот видите, немножко у меня там водоросли образуются. Но креветки их немножко подъедают постепенно. Но также я их счищаю при каждой чистке.
Ну и следующий аквариум — это моя гордость. Большой кубический аквариум 60 на 60 сантиметров. Кто еще не видел видео о том, как я его делал, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Переходите и посмотрите. Спустя 4 месяца, сейчас я снимаю, можете заметить, как сильно разрослась вот эта Vallisneria mini на всем заднем плане. И она растет длинными листьями, полностью покрывая всю поверхность аквариума, что мне очень нравится. Еще совсем недавно вот эта часть аквариума была пустая, и я хотел докупить каких-то растений туда, но эта Vallisneria начала пускать отростки. Я пересаживал эти отростки вот в эту пустую часть, и посмотрите, она все заросло ей. Вон там усик пустила она опять на мое ковровое растение. Нужно будет этот усик перетащить в ту часть, пусть лучше там растет. Также вот эта травка, Anubias по всей поверхности дерева, Bucephalandra. Так, Anubias Nano Petit, Bucephalandra, Anubias тонколистный. Лилия, все никак она не дойдет до поверхности, все пытается вылезти из этого куска дерева, все у нее как-то не получается этого сделать. Также Echinodorus на задней стенке, сейчас я вам покажу, как он разросся над поверхностью и продолжает расти. Вот он, Echinodorus, посмотрите, какими длинными стеблями он начал вырастать над аквариумом, с такими сочными большими листьями. Свет я здесь использовал 90-ваттный мобильным приложением, в котором вы можете регулировать интенсивность света, его спектр, и также там есть таймер, по которому также вы можете выставить количество часов, которые ваш свет будет работать. Очень хороший свет, очень рекомендую. Называется он Vic Aqua T-серия. Есть также 70-ваттная. Я думаю, что 70-ваттной для этого аквариума было бы достаточно, но я взял 90, немножко снизив интенсивность. Зато все растения чувствуют себя просто прекрасно в нем. Vallisneria особенно. Покрыла почти весь аквариум. Скоро мне ее нужно будет выдирать из середины и пересаживать на заднюю стенку, потому что она уже пустила свои усики, своих детенышей в середину хардскейпа, и из середины начинает расти. Поэтому нужно будет ее немножко пересаживать. Здесь я использовал сирию камень, так называемый. Также красный песок. Для подложки все то же самое я использовал. Речную гальку, субстрат аквариумный, немножко биогумуса, и также я добавлял немножко в гранулах специальный субстрат, поддерживает качество воды и pH стабильным. Фильтр здесь установлен внешний. Вот он здесь установлен внизу. Этот фильтр фирмы Atman на 1000 литров в час, канистровый. Я его модернизировал, также в отсеке добавил дополнительные фильтрующие губки. Также добавил уголь для дополнительной фильтрации. И также добавил пуригена в пакетиках, который очищает воду от желтизны и делает воду очень прозрачной. Также рекомендую добавлять фильтр пуриген. Спросите в аквариумном магазине, либо закажите на Алиэкспресс. Итак, из живности у меня здесь две группы рыбок. Вот можете увидеть, вот те красные цвета и вот эти. Кто сможет распознать этих рыбок, напишите мне в комментарии, как они называются. Я никогда не запоминаю названия. Также здесь один сиамский водорослиед и куча улиток, которые очень хорошо помогают очищать этот аквариум от излишков водорослей. Кстати, что касается водорослей, никогда не бойтесь водорослей, потому что водоросли всегда были и будут частью биосистемы, частью водоема. Самое важное – это поддерживать ваш аквариум в здоровом состоянии, регулярно его чистить, подменять воду. Тем самым вы обеспечите бурный, хороший рост ваших растений. И когда ваши растения в аквариуме будут преобладать, соответственно, водоросли не будут так сильно разрастаться. Но если вы не ухаживаете за своим аквариумом, не меняете вовремя воду в нем, соответственно, рост ваших растений замедляется и рост водорослей начинает преобладать. В любом случае, никогда не бойтесь водорослей. От любой водоросли со временем, с терпением можно избавиться. Самое главное – это набраться терпения и продолжать ухаживать за своим аквариумом, регулярно
подменяя воду, добавляя необходимые жидкости, и со временем любая водоросль может уйти. Ну и один из моих также любимых круглых аквариумов — это этот гигантский круглый аквариум 45 сантиметров в диаметре. Возраст его 6 месяцев. Здесь у меня также посередине кусок дерева. Из камней я использовал черный вулканический камень. Растения, которые я использовал: Людвигия зеленая, вот это буцефаландра на дереве, можете увидеть. Вот это мини-валиснерия, тала красная, полукругом она вот так растет. Недавно я добавил вот этой Людвигии красной. Также здесь у меня мох на камнях растет. Вот здесь криптокарину можете увидеть. Также вот здесь я добавлял красную кабомбу немножко. Вот это растение, не помню я, как оно называется. Пожалуйста, напишите в комментарии. Не буду я сейчас гуглить. Причиной для посадки дополнительных растений была ничетка, которая образовывалась в этом аквариуме слишком много. Значит, как я решил эту проблему, и можете увидеть, ничетка практически просто исчезла. А что я сделал? Это я добавил красной Людвигии, я добавил красной кабомбы, дополнительных растений для роста. Я добавил вот это растение, которое загородило излишки света, причиной которого и являлась ничетка. И я также добавил ряски, которая также защищает аквариум от излишков света, слишком интенсивного. Вся ничетка, которая меня беспокоила долгое время, просто сама по себе исчезла. Поэтому вам на заметку: если у вас проблемы с ничеткой, скорее всего у вас слишком интенсивный свет, его нужно немного загородить, прикрыть дополнительными растениями, посадить дополнительные растения, чем вызвать бурный рост. То есть новые растения начинают хорошо расти, впитывать в себя все излишки микроэлементов из воды. Кто не видел видео о том, как я создавал этот аквариум, также ссылку я оставлю в описании под этим видео. Из живности у меня здесь группа вот этих красномордых рыб. Кто узнал, напишите мне в комментарии, чтобы я помнил на будущее. И один сиамский водорослиед вместе с ними здесь счастливый плавает. Я обожаю этих рыб, они очень красивые, очень люблю наблюдать за ними, как они плавают в группе по кругу в аквариуме. Вот он, сиамский водорослиед, посмотрите, как он выглядит, запомните. Очень рекомендую всегда эту рыбку иметь у себя в аквариуме. С этой стороны у меня также дополнительно я посадил красную Людвигию. Людвигия зеленая. Кстати, еще один момент. После того, как я избавился от ничетки, зеленая Людвигия начала опять хорошо расти. То есть баланс восстановился, стал идеальным в аквариуме. Никакая водоросль не мешает росту растений. И посмотрите, опять новые листья, большие, сочные. И опять мне ее нужно будет подрезать. Опять она растет высоко. Я ее подрежу и буду ее держать плотным, красивым кустиком. Здесь также криптокарина у меня.
Так, и еще один круглый аквариум, 35 сантиметров в диаметре. Он еще молодой, ему всего 2 месяца, но посмотрите, как красиво он уже выглядит. Он выполнен в стиле Ивагуми. Кто не видел видео, оставлю ссылку в описании. Также увидите сейчас картинку, как выглядели ковровые растения в самом начале и как красиво сейчас этим зеленым ковром все заросло. Фотосинтез очень хорошо проходит в этом аквариуме. Видите, все эти пузырьки воздуха, растения продолжают расти. Здесь я использовал только вот это ковровое растение, называется оно Монте-Карло. И вот эту травку я недавно уже подрезал, она продолжает расти. Я использовал черный вулканический камень. И здесь у меня только улитки и креветки. Креветки у меня здесь разного цвета. Вон, видите, желтая поплыла. Также красные, одна синяя где-то и одна коричневая. Также у меня здесь очень много улиток. Они слишком расплодились. Сейчас я вам покажу поближе. На траве сидят улитки, очень много мелких улиток. У меня ощущение, что они эту траву подъедают, потому что на поверхности воды я каждый раз собираю кусочки этой травки. Не знаю, хорошо это или плохо, вроде это никак не сказывается на росте этой травки. Она по-прежнему густая, сочная и зеленая, но периодически при уборке этого аквариума я извлекаю часть этих улиток, иначе они заполонят весь этот аквариум. Подложка здесь такая же, в принципе, как и во всех аквариумах. Также я использовал речную гальку, также немножко биогумуса, немножко в гранулах специального субстрата для роста растений и также удобрения для цветов. И как видите, растения с такой подложкой без дополнительного СО2 чувствуют себя просто прекрасно. Улитки, креветки работают 24/7, помогают чистить. Ну и здесь также у меня ряска на поверхности воды, немножко загораживает слишком интенсивный свет. Свет у меня такой же, как и во всех круглых аквариумах, с подставкой. И он на 9 Вт, чего, как вы видите, достаточно для роста даже ковровых растений, которые требуют довольно интенсивного света. Итак, друзья, все-таки удача улыбнулась, и я нашел панцирь креветки, которая недавно скинула его. Вот так он выглядит. Вот видите, оболочка креветки. Вот так она ее сбрасывает, свой панцирь. Значит, она растет. Итак, ну и последний мой аквариум, это черепаший аквариум. Ему уже 6 месяцев. Здесь я использовал только речную гальку, камни для хардскейпа и песок вокруг камней. Из растений я использовал совсем немного, только эхинодорус. Видите, каким кустом разросся. Здесь также растет пилея. Скоро, я ее недавно подсадил, скоро она начнет пускать усики и будет разрастаться по всей стенке аквариума. Также подсадил вот это комнатное растение, которое может расти из воды. Также жду, когда оно разрастется, чтобы образовалась плотная зеленая стенка. Фильтр здесь внешний, как и в других моих аквариумах. Также модернизированный, с добавлением дополнительных фильтрующих губок. Также здесь UV свет, который светит на вот этот камушек, на котором греется черепашка, когда ей холодно. Его зовут Marvel.
вон там в углу он сидит, можете его заметить. На моей странице в Instagram можете найти фотографию, как Marvel сидит на этом камушке и греется под светом. Здесь также с ним две тетры, помогают очищать аквариум от излишков корма. Ну а сейчас я познакомлю вас с Марвелом, покажу его поближе. И, кстати, периодически черепашкам нужно чистить панцирь. И сейчас мы будем делать с вами вместе. Заодно посмотрите на него поближе, а то он стесняется сегодня. Итак, знакомьтесь, это Марвел, пресноводная черепашка. Он оказался счастливчиком, я его спас с рынка. Если бы вы видели, в каких условиях вьетнамцы содержат этих черепашек бедных на продажу, я не смог пройти мимо. Решил, что нужно сделать черепаший аквариум, чтобы спасти хотя бы одну черепашку, создать ей благоприятные условия для жизни. Ему всего около года, он еще будет продолжать расти. Эти пресноводные черепашки живут до 50 лет, и периодически им необходимо чистить вот этот панцирь, чем мы сейчас и займемся. Ну все, панцирь чистый. Блестит. Очистили от частичек водорослей, что неблагоприятно для его здоровья. Теперь он чистый, здоровый. И отпускаем его дальше плавать. Давай, Аглоед, плыви. Итак, сейчас я хочу вам продемонстрировать, как Марвел будет забираться на вот этот камушек и кушать. Вот он и закончил кушать. Вот он, ленивая жопа. Когда он был поменьше, он залазил каждый раз на этот камушек, чтобы с него покушать. А сейчас он подрос, шея стала длиннее, и он, ленивая такая козявка,
просто вытягивает свою шею и съедает почти весь корм. А на камень даже и не старается забраться. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, это видео было полезным для кого-то, кто-то подчеркнул нужную полезную информацию для себя. Оставляйте свои комментарии под этим видео, если у вас есть какие-либо вопросы по содержанию, либо уходу за аквариумом. И увидимся в новых проектах. Пока-пока.